Из фильмов мы знаем такую сцену. Полицейский задерживает подозреваемого и оглашает его права на адвоката, на хранение молчания и не свидетельствовать против себя. Но в современной России к этому списку добавился новый пункт. Право забыть о суде и остановить следствие, подписав контракт с Минобороны. О том, что вместо тюрьмы можно пойти на войну, известно многим и давно. Но, судя по всему, количество желающих сидеть в окопе вместо камеры настолько сократилось, что в российском МВД объявили новую акцию «Убеди задержанного пойти на СВО и получи премию». Недавно у издания «Верстка» вышел подробный материал на эту тему. Сегодня его обсудим. Только перед тем, как приступим, небольшой анонс. У нас сегодня все-таки пройдет стрим с Дарьей Бесединой, который не получился вчера. В 8 вечера по Москве мы планируем ностальгически поговорить про наши дела в России в 10-е годы и презентовать вот эту вот новую книгу Дарьи с моим предисловием. Книгу можно купить уже сейчас, предзаказ сделать по ссылке в описании. Ну вот, ладно, начинаем. Некоторые сотрудники МВД пытаются как-то объяснить свою мотивацию. И спокойно заявляют, в окоп они отправляют только тех, кому и так недолго осталось. Вот, например, слова участкового из Калуги. Я всего 3 отправил. И это буквально чуваки, у которых все очень плохо в жизни. Они и так бы умерли в течение года. Пьянь пиздец какая или наркота. Все на учете и так стояли. Тот же участковый пояснил журналистам. Мотивировать антисоциальный элемент на службу по контракту распорядился местный замначальника. Таким, мол, образом, помимо получения премии, можно заодно и статистику поправить, отослав подальше дебоширов. И такой подход – это не перегиб на местах. К примеру, в Брянской области полицейские пытались отправить на войну бездомного. Его задержали за кражу продуктов. Мужчина ходил по рынку и подбирал овощи, валяющиеся возле прилавков. Когда его доставили в участок, в пакете с овощами насчитали 5 подгнивших баклажанов и несколько луковиц. Сотрудники МВД быстро слепили протокол задержания. Прям с фотографиями гнилых баклажанов. Где указали, что мужчина украл овощей на 5000 рублей. Хотя, учитывая цены, бездомному для такой суммы надо было бы вынести целый ящик или несколько. Но без такого ущерба уголовное дело не открыть. Поэтому вот так. После этого полицейские стали давить. Дальше с ним несколько раз проводили допрос. Сначала легонько намекая на СВО, а потом прямо говоря: «Дядя, не хочешь сесть? Пиздуй на Донбасс!» Конец цитаты. Но тут обошлось все. На войну мужчина все-таки не уехал. Родственники узнали о задержании и тут же прибежали в отделение с пачкой справок о различных болезнях. От бездомного полицейские отстали. В суде ему назначили условный срок за кражу овощей. Это не единственный случай, когда полиция пытается убедить уехать на войну тех, кто мог получить штраф, условный срок или небольшое тюремное заключение до 2-3 лет, что в современных реалиях куда лучше, чем поездка на фронт в один конец. По данным Верстки, в июне этого года контракт убедили подписать мужчину из Хакасии, который украл 5 пачек масла. Вслед за ним на фронт уехал житель Ухты, задержанный за вождение в нетрезвом виде, а также другой житель Коми, укравший в магазине 3 шоколадки и 2 бутылки коньяка. Одна из петербургских сотрудниц полиции вообще отправила на войну задержанного, который в итоге оказался потерпевшим. Как ей удалось его уговорить, неизвестно. Но можно предположить, что в ход пошли убеждения и обещания, а возможно и угрозы. Дело-то мутное, как бы самого потерпевшего не привлекли. Тут буквально кто во что горазд. Кто-то из участковых убеждает отправиться на войну лично, в частных беседах, на кухне за столом. Причем в таких формулировках, будто он человека не на смерть посылает, а предлагает вложиться в рискованный бизнес. «Братан, у тебя и так все хуево. Ты солей покурил только что. Может, хоть за родину умрешь?» Конец цитаты. Некоторые полицейские наладили конвейер с военкоматом. Сразу везут туда задержанных за пьянки и даже не предъявляют человеку никаких обвинений. Пока задержанные не в адеквате и не понимают, что происходит и где они, их быстро обследуют на медкомиссии, обрабатывают на подписание нужной бумаги и отправляют в воинскую часть. Одному из таких задержанных, можно сказать, повезло. Врачи обнаружили у него гепатит и признали негодным. По данным Верстки, только за прошлый месяц сотрудники МВД попытались отправить на войну чуть меньше 3500 человек, из которых методом то ли уговоров, то ли угроз удалось отправить около 400. Это 12% от всех, кому вообще предложили подписать контракт вместо суда.
2200 человек подписывать что-либо отказались. Чем закончилось принуждение остальных, неизвестно. В основном на фронт отправляются те, кого задержали за мошенничество, убийство, насилие, сбыт наркотиков. Их, по мнению полицейских, проще всего убедить. А вот, скажем так, опытные преступники на контракты не соглашаются. У меня никто на СВО не пойдет, они слишком прошаренные. У меня категория преступлений экономика. Ко мне приходят замглавы района, директора школ, предприниматели. А на СВО у нас едут в первую очередь наркоманы, то есть обвиненные по 228 статье, и те, у кого уже есть несколько ходок. Еще кражи. Конец цитаты. Эта же сотрудница дополняет. Зимой уходили наркоманы, у них сроки длинные и статьи тяжкие. Мол, в таких случаях ничего хорошего арестанту не светит. Подписать контракт с Минобороны советуют даже платные адвокаты. Уже весной 2024 года, когда в России узаконили возможность заменить суд и приговор на контракт с Минобороны, несложно было догадаться, что дело сухими юридическими формулировками не ограничится. Ведь как-то же надо мотивировать полицейских отправлять людей на войну. Скорее всего, будет привычная комбинация. Приказ сверху и денежный стимул снизу. Так и вышло. Еще в августе прошлого года издание «База» сообщало, в Кировской области силовикам начали платить по 10 тысяч рублей за каждого задержанного, отправленного в итоге на войну. В Крыму схема была другой. Там сотрудники получали не премии, а спущенные сверху планы по охоте за контрактниками. Однако тогда такие новости были единичными. Но вот прошел год. Система появилась и в других регионах. По данным Верстки, теперь премии начисляют по всей стране. Где-то щедрее, где-то скромнее. В Петербурге 50 тысяч рублей, в Калуге 60, в Ростове и Томске примерно по 15. Чтобы получить премию, нужно показать начальству справку из военкомата, где обозначено: такого-то бывшего подозреваемого отправили в воинскую часть. Или можно принести решение суда о том, что уголовное дело закрыто. Реферальная программа для полицейских. Ну а что? Бывает и так, что премию сотрудник не получает. К примеру, когда новобранца признали негодным на медкомиссии, или когда человек в последний момент передумал и решил, что арест все же лучше смерти где-то под Покровском. Официально все эти премии оформлены так. Средства перечисляются как надбавка от мэра или как перевод от какого-нибудь лояльного юрлица, без конкретных указаний, за что именно. Информацию о возможности получить премию сотрудникам передают либо в виде распоряжения для внутреннего пользования, либо вообще устно. Выделиться здесь почему-то решил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В сентябре прошлого года он подписал официальный указ о премиях. По нему сотрудникам МВД полагается по 10 тысяч рублей за каждого завербованного. И никаких серых схем. Деньги будут перечислять прямо из бюджета региона. Аналогичных указов из других регионов мы не нашли. По словам самих полицейских, многие убеждают задержанных подписать контракт из-за прямых приказов начальства. С них требуют выполнять показатели каждую неделю, заставляют подробно рассказывать задержанным о высоких зарплатах контрактников и прочих льготах. А чтобы проверить, насколько приказ о вербовке выполняется, обязуют сдавать рапорты, где проведенный разговор должен быть подробно зафиксирован. Есть ли такие планы и приказы на самом деле, мы не знаем. Не исключаем, что есть. Но даже если бумага с подписью генерала нигде не лежит, сама система МВД сегодня устроена так, чтобы полицейскому было проще и выгоднее отправить человека на фронт, чем довести дело до суда. Вот убедил ты задержанного подписать контракт и отправил его на медкомиссию, и все, ты свободен. Дело его считается закрытым, следить за подозреваемым больше не нужно, искать доказательства и писать кучу рапортов тоже, еще и премию дадут. Уголовное производство превращается в заполнение пары простых бумажек, которые можно положить в ящик стола и заняться другими делами. Единственной мотивацией не отправлять преступника на войну может стать желание сохранить совесть или создать иллюзию справедливости. Впрочем, даже этот аргумент уже не выглядит сильно убедительным. Ведь в тюрьмах теперь тоже контракты подсовывают, и вместо амнистии предлагают поехать на фронт. Некоторые полицейские понимают, во что превратилась их работа, и пытаются найти себе оправдание. Придумывают, будто дают человеку второй шанс. Мол, я просто провел разъяснительную беседу, а у человека резко проснулось желание искупить вину за все грехи на фронте. Заключение контракта носит добровольный характер, по зову сердца служить своей родине.
И даже в случае совершения правонарушения гражданин защищает своих детей, родителей, родных и близких. К этому нельзя принудить. Часть сотрудников МВД понимают, отправляя на фронт того, кто так и не доехал до тюрьмы, они сами создают себе проблемы на будущее. Ведь этот преступник может вернуться, причем вернется он с боевым опытом и, возможно, с желанием отомстить. Один из собеседников в верстке получил угрозы. Человек, которого он отправил воевать, попал в учебную часть и прислал ему сообщение, мол, я с фронта вернусь и в тебя гранату кину. Правда, сам участковый воспринял угрозу с улыбкой. Видимо, понимает, до возвращения с фронта доживают немногие. Есть у полицейских и другое понимание, что система рано или поздно может съесть и их самих. Это сегодня ты оперуполномоченный и глава отдела, а завтра задержанный за получение взятки, за сбыт наркотиков или за то, что кому-то из коллег перешел дорогу. Ну или просто так. И вот уже твои бывшие подчиненные убеждают тебя подписать контракт. Многие из нас выросли на фильмах, где сотрудники уголовного розыска были настоящими героями. Бесстрашными, принципиальными, порой жесткими, но всегда движимыми чувством справедливости. На таких персонажах, как Глеб Жеглов, предыдущие поколения учили понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Жеглов персонаж неоднозначный, но его знаменитая фраза «вор должен сидеть в тюрьме» в исполнении Высоцкого надолго и прочно вошла в обиход многих россиян. Так вот, если бы про будни МВД решили снять сериал сегодня, герой, скорее всего, говорил бы не о тюрьме и не о суде. Он бы устало открыл рапорт на ноутбуке и бросил фразу «Вор должен поехать на войну». Это не значит, что в полиции не осталось честных людей. Такие наверняка есть. Но правда в том, что система уже давно опирается на цифры, отчеты и планы. И теперь именно такие планы им спускают. Показатели, однако, неубедительные. 400 задержанных, отправленных на войну за месяц – это один неполный батальон. Не впечатляющая статистика на фоне цифр о потерях, даже публикуемых в медиазоне, где лишь подтвержденных некрологов набирается столько за несколько дней. Сначала государство занялось зэками, искали согласных в колониях. Потом стали вербовать тех, кто только что получил приговор. Теперь настала очередь тех, кто и до суда еще не дошел. А в некоторых случаях и в отделение полиции попасть даже не должен был. Такая практика ломает базовое устройство общества, устройство правопорядка и системы наказаний. Ведь любой человек может совершить любое преступление без риска попасть в тюрьму. Если его поймают, максимум, что ему может грозить, отправиться на войну. Что для многих не так и страшно, некоторые готовы туда и просто за деньги пойти. Словом, нарушать закон сегодня стало восприниматься как более безопасным занятием для самого преступника. Понятное дело, что на войне опаснее, чем в тюрьме. Но некоторые люди могут так не считать. Для нас с вами тут два очевидных сигнала. Первый. Система перешла в режим тотального загребания людей из каждого угла. Подписывать контракт предлагают срочникам, студентам, не сдавшим сессию, нарушителям ПДД, пьяным дебоширам, да и не дебоширам, а просто пьяным, людям с условным сроком, мигрантам, которые контракт даже прочесть не всегда могут. Человека пытаются достать в момент, когда он наиболее уязвим, и впихнуть ему контракт как единственный путь выжить. Второй сигнал. Даже при таком давлении, даже когда подкупают деньгами, шантажируют тюрьмой или обещают всего пару месяцев в тылу, государство не находит нужного количества желающих. Люди не хотят умирать на чужой войне. Я уверен, что большинство моих зрителей не часто оказывается в отделениях полиции. Но если уж вы туда попали, даже по недоразумению, даже в роли свидетеля или потерпевшего, или понятого, будьте осторожны. И главное, ничего не подписывайте, пока не поговорите с адвокатом. До завтра.